Признаться, никогда не думал, что буду записывать подобное видео. Я думаю, что из названия вы поняли, о чем пойдет речь. Это очень спонтанная история, которую мы, буквально 2 недели назад мы не думали, что вообще что-то подобное мы запишем и выйдет. Но, тем не менее, я поставил 2 камеры, и пришло время поговорить. Обязательно досмотрите этот ролик до конца. В конце, в том числе, расскажу вам о том, кто нас шантажирует, как это вообще происходит. И после майских праздников, то есть ближайшие видео после этого, на самом деле, будут очень эмоциональными и, прямо скажем, затратными. В одном видео будет потрачено 200 тысяч рублей, в другом 350. Эмоции очень крутые, поэтому, просто знаете, что вас ждут очень такие сильные, серьезные сюжеты. Итак, для чего вообще это видео? Вот прям как есть. То есть это такой разговор по душам с нашими зрителями, без которого, наверное, не получится. То есть это очень важно. Поговорить — это действительно единственно верный и правильный путь. Вообще, сразу скажу про историю нашего канала. Да? Наш канал — это не благотворительный фонд. Он не о том, какие мы классные и помогаем людям, дарим какие-то подарки и прочее. Наш канал, он про эмоции. Нам это такая цель и миссия канала передать через экран нашим зрителям настроение после видео. То есть, чтобы вот вы посмотрели ролик, и у вас были хорошие положительные эмоции. Чтобы это были такие созидательные видео, которые несли бы, каждое видео, чтобы несло бы в себе пользу. Чтобы не было негатива, чтобы не было осуждения. Потому что, грязи, откровенно говоря, хватает. Мата хватает, всего этого хватает. И понимаем, как блогеры, как видео влияют вообще, в принципе, на общее общественное такое мнение. И вот делаем такой проект, считаем, что это очень важно. И очень здорово, что помимо всего прочего, действительно удается помочь реальным людям, героям наших историй. Это прям вот здорово, круто, и мы этим очень довольны. Но, так или иначе, почти в каждом нашем видео есть та или иная благотворительность, та или иная помощь, подарки. Изначально, когда этот проект мы придумывали, для нас было очевидным, что мое лицо ведущего мы показывать не будем. Почему? Потому что мне действительно неловко и как-то не по себе на камеру что-то там помогать. Не хочу я про это снимать, честно. Про то, какой я хороший, про то, какой я классный, что смотрите, я сейчас там дал денег, там купил подарок. Через эту призму не хочется. Когда лицо закрыто и скрыто, вроде как все хорошо и все нормально, и можно делать такие эмоциональные видео, смотреть на эмоции людей от неожиданного блага. На протяжении целого года мы блюрили лицо, то есть оно было замылено, в смысле, и были невероятные трудности. Во-первых, на канале вообще не было рекламы. Чтобы вы понимали, без рекламы можно закрывать проект и расходиться. То есть реклама, она действительно очень-очень важна. Далее, эстетически это смотрелось, мягко скажем, ужасно. То есть ведущий, у которого тут пятно на лице, а если еще близко, то это пол экрана замыто и размылено. И поэтому, еще важно, что это блюр лица занимал, несколько часов кропотливой этой работы. Я же шевелюсь, двигаюсь, нужно, чтобы он тоже двигался вместе с моим лицом. И поэтому спустя год мы придумали эту историю с маской. Так она появилась. Внутри маска полностью повторяет форму моего лица, то есть мне в ней, вроде как более-менее комфортно. Снаружи отличается чуть-чуть, то есть я не выгляжу так, чтобы вы понимали. Конечно, все равно трудности есть. Да, по поводу глаза. Почему мы показали один глаз? Чтобы была возможность передавать какие-то эмоции, потому что это очень важно. Очень важно, чтобы в кадре были все-таки мои эмоции, чтобы я мог с вами как-то, хотя бы одним глазом общаться, хоть что-то вам передавать. На протяжении уже 1,5 лет с этой маской мы ведем весь этот блог. Но на самом деле маска не решила всех проблем. Проблемы появились несколько иного характера, в том числе. И важно сказать, что наш контент, он все время меняется. У любого вообще блогера все время меняется контент. Наш контент становится более сложным, динамичным. Где-то мы куда-то бежим, где-то мы куда-то пробираемся, идем. Где-то все происходит очень спонтанно, и нужно действовать максимально спонтанно и быстро. Мы снимаем настоящую жизнь, прям все как есть. И маска, помимо того, что рекламодатели
ну, стали появляться, но все равно не все вот на это готовы идти, она, помимо всего прочего, несет очень много сложностей. То есть мы реально понимаем, что с ней, к сожалению, к большому, очень много теряем возможностей. У меня нет возможности взять и вот быстро что-то вам сказать, показать свои эмоции. Потому что вот что-то случилось, я направляю камеру на себя и понимаю, что я без маски. Для этого мне нужно ее достать, а вероятно сходить в машину за ней, ее одеть, после этого достать, включить камеру, эмоции уже не те, уже все не по-настоящему, уже все не то, теряется вся эта динамика и живость вообще всего, что происходит. У нас появилась большая вариативность разных сюжетов и историй. То есть у нас появился целый цикл передач про наше путешествие к интересным, уникальным людям, и через их взгляд на мир, через их призму мы стараемся показать вам, нашим зрителям, да и себе тоже, какие-то вообще невероятные вещи, ценности, мудрости, потому что, ну давайте откровенно, у таких людей поучиться уж точно есть чему. Вот все ролики про отшельников на нашем канале об этом свидетельствуют. Потом у нас появился великолепный просто цикл, который мне очень нравится. Это восстановление ретро-машины пожилому владельцу. Это не просто история о починке машины и ее подарка, это значительно глубже. То есть это история про связь и любовь человека вот к такой вот особенной вещи, к его другу-помощнику. У нас уже было две истории, и про ГАЗ-69, и про Волгу-244, где были невероятно трогательные финалы, и там, и там. И вот такие проекты по восстановлению машины, такие серии, они вообще возможны и реализуются благодаря нашим партнерам. Проект поддерживают наши очень хорошие друзья, это Авито и Автотека. И знаете, что здорово? Что это те сервисы, которыми мы сами пользуемся в обычной жизни. То есть это очень ценно, что мы рассказываем вам не просто про спонсора, но, по сути, делимся своим собственным опытом. Довольно много летаем, потому что у нас появилось несколько историй, которые находятся далеко от нашего дома. Можно сесть за руль, 10 часов проехать, а можно долететь на самолете, там взять машину на прокат. Это получается быстрее, значительно менее затратно физически и не так затратно по финансам. И обычно машину, которую мы берем, это Volkswagen Polo. Мы как-то к нему привыкли, такая комфортная, хорошая машина. И сейчас на примере вот этого авто я вам покажу, как работает Авито и Автотека. Итак, заходим на Авито. В понравившееся объявление. Это Volkswagen Polo 2020 года с пробегом 22 тысячи. Давайте купим по нему отчет. Итак, мы получили отчет. Самое главное, что я сразу вижу из отчета, ограничений залогов, сведений об угоне не обнаружено. Все собрано в одном месте, это очень удобно. Перейдем к разделу истории эксплуатации. Тут как раз все самое интересное. В данном отчете мы видим подробную информацию по прохождению ТО, смене владельцев и размещению объявлений на Авито. Кстати, в том числе вот по данным техосмотра видно, что скруток пробега не было, график плавный. В блоке размещения на Авито можно посмотреть прошлое объявление с ВИНом данного авто. Исходя из этого можно понять, увеличилась или уменьшилась цена. Кстати, такая фишка есть только в Автотеке, другие сервисы этими данными не делятся. Ну, в общем, если бы расстояние по России позволяли передвигаться не самолетами, а только на авто, то можно было бы смело набрать продавцу, приехать и посмотреть эту машину, чтобы в дальнейшем ее купить. Авито и Автотека – это очень удобные и полезные сервисы, которые реально экономят ваше время. В описании оставлю ссылку, переходите обязательно и не забывайте проверять авто перед осмотром. Теперь по поводу маски. Дальше, чем она неудобна и какие в ней еще прям вот есть явные минусы. Вот если прям откровенно говорить, вот что меня лично напрягает, ну вот честно, мне совершенно не нравится, как все это выглядит. В последнее время смотрю наши ролики, и я чувствую себя каким-то шутом, реально каким-то просто клоуном. Когда мы делаем какие-то коллаборации с другими каналами, мне действительно стыдно и не по себе как-то вот, ну, как будто какой-то дестисат. И в комментариях тоже это часто вижу. И вот новые зрители не понимают всей этой истории. И изначально, когда мы запустили, уже было такое чувство, то есть 1,5 года назад. Но сейчас все вот с каждым разом все более явно и явно. Я прямо это ощущаю, это чувствую. Мне как-то, ну, не знаю, вот и Дима тоже так считает. Как-то все какое-то, как будто шоу какое-то. Здесь, вот тут вот, резинка, которая здесь вот привязана. Ну, понятное дело, что можно сделать более какую-то симпатичную там тесемку, резинку, но все равно. Вот эта вот история сзади, это совершенно как-то по-дурацки выглядит, неудобно.
А внутри маска, она вся там, ну, в общем, вы просто не знаете, но если долго в ней находиться, то там ну, такой конденсат образуется, это вообще ужасно. И звук плохо слышно, и невнятно то, что я говорю. Ну, в общем, тоже такой какой-то вот минус совершенно дурацкий появляется. Потом, открытый глаз. Казалось бы, он действительно дает некоторые эмоции, то есть я могу с вами пообщаться, но это все равно не полный спектр эмоций. Даже сейчас, когда я записываю вам видео, и вот это видео, оно такое прям откровенное, вот прям вот все как есть. И очень хочется, чтобы вот эти вот эмоции были видны, а они не видны. Иногда хочется пошутить, хочется улыбнуться, посмеяться. Нет возможности передать это в кадр. Я уже молчу про то, что вот саркастические шутки, они вообще невозможны, да, в этой маске, потому что, ну, все. Вот эту вот эмоцию сарказма передать невозможно. Положа руку на сердце, мы пришли к выводу, что в последнее время маска нас очень сильно сковывает. Она не дает нам возможности делать то, что мы хотим. Мы всегда находимся вот в этих вот рамках. То есть, чтобы записать вступление, заключение, какую-то эмоцию, какую-то информацию вам, нам нужно время на подготовку, одеть маску, подготовиться. Теряется вся динамика, теряются настоящие эмоции. Поняли мы, что не нравится нам эта история с маской, и действительно мы хотели бы ее снять, но мы просто голову сломали, как это сделать. То есть мы и так, и сяк думали, как бы от нее уйти, как отказаться. Честно и откровенно, что пугает? Это не секрет, и, наверное, это нормальная совершенно история. Мне действительно важно мнение зрителей обо мне. Вот, ну, откровенно, вот прям вот честно. Вот будет странно выглядеть, что вдруг человек сначала 2,5 года не показывал лицо, а потом в какой-то момент его открыл. То есть это что значит? Что мы там, не знаю, хайпуем, что типа добился какой-то известности, там, популярности, хочет какую-то популярность. Аккуратно, у меня тут шаткая конструкция камер. Не знаю, вот поэтому это видео мы записываем, чтобы поделиться с вами вот этими эмоциями, поделиться с вами тем, что какие трудности в себе это несет, и, ну, откровенно сказать, что мы хотим от нее избавиться, уйти от этой маски. Как это сделать, мы не знаем. Как избежать вот этого момента, ну, там, осуждения, да, со стороны зрителей. Понятное дело, что рано или поздно меня там рассекретят, мы прекрасно это знаем и понимаем. Более того, что были случаи, когда там был момент один давно, когда в монтаже лицо осталось, попало на склейки кадров, и внимательные зрители себе принтскрины там все эти наделали, мы быстро это все закрыли прямо в Ютубе, но мне тогда присылали и говорят, ну там в Ютуб даже выкладывали, я просил удалить, и даже 500 рублей за это скинул там когда-то, чтобы там зритель какой-то удалил там мое лицо с Ютуба. И недавно у нас в ролике светанулся номер машины. Я не знаю, как это вообще происходит, но кто-то нашел мою старинную страницу ВКонтакте, которой даже я доступ уже не имею. То есть я вообще, как бы, она вот где-то там существует сама по себе. Это единственное вообще место, где можно увидеть мои фотографии. Скидывает мне все эти фотографии. Потом еще мне тоже зритель написал с этой страницы ВКонтакте, как они по номеру это находят. Я вообще, ну вот, просто по номеру телефона, который не привязан, номер телефона у меня не привязан к той странице ВКонтакте. Как-то нашли, увидели лицо и, типа, пришли денег. Вот, ну, я это просто так рассказываю, такая вот нелепая ситуация, разумеется, никому ничего отправлять не буду и не стал, но, в общем, так, ну, это я к тому, что рано или поздно, конечно, какая-то вот деанонизация, вот это она, как правильно слово, я боюсь ошибиться. В общем, рано или поздно, ну, всю жизнь не получится скрывать, да, понятное дело, что мы ходим вместе с Димой, вместе с Серегой, нас бывает на улицах, вот благодаря этим ребятам узнают, так что, ну, понятное дело, что рано или поздно все это вскроется, но тем не менее. И что вот мы стали думать? В наших роликах есть благотворительность, она была раньше, сейчас она тоже есть, присутствует, масштабы увеличились, там есть подарки, которые мы дарим, и давайте с вами вот договоримся, и вот прям вот как есть. Та благотворительность, которая оказывается в кадре героев наших видео, которая вообще происходит в кадре, это не мы такие классные. Это вообще не мы.
та благотворительность, которая происходит, это все благодаря спонсорам нашего канала, то есть вам. У нас есть кнопка «Спонсировать канал», на нее можно нажать и оформить спонсорство, там, не знаю, эквивалент чашки кофе можно раз в месяц отправлять. Есть под каждым роликом реквизиты, куда можно отправлять просто вот на помощь каналу. И если мы с вами договоримся, что те подарки, та благотворительность, которая происходит, ко мне лично отношения никакого не имеет, что это все вы, а я лишь просто посредник, который снимает ролики, тогда можно снять эту историю и от нее отказаться, уйти. И, ну, вот, собственно говоря, это вот единственный возможный вариант. Мы думали вообще, как можно решить эту проблему с маской, как от нее отказаться. И вот буквально 2 недели назад родился вот такой вот вариант. Просто взять, поставить камеры и честно и откровенно поговорить со зрителями. То есть сказать проблемы, которые существуют, поделиться всем этим. Рассказать вот прям вот все как есть. Рассказать наши опасения, наши переживания. Ну, что мы реально боимся ее снимать, нас сразу захейтят, скажут, вы там хайпуете. С другой стороны, ну, сказать, нам реально сложно с этим атрибутом. Я не могу его взять и спонтанно надеть и что-то сказать. Мне так иногда хочется взять камеру и вот в нее что-то вот прям вот на свежие эмоции сказать. Мне действительно, вот поверьте, мне не нужна известность. Вот популярность нужна только каналу. Я очень радею за это детище. И ну, вот, если будет известен популярный канал, это здорово. Но лично себе мне очень комфортно, что меня не узнают на улицах. Вот реально, я знаю других ребят, других блогеров, и ну просто не продохнуть. Мне очень комфортно от того, как сейчас там происходит. Но я прекрасно понимаю, что чтобы снимать живой, интересный, хороший блог, ну, в маске это все-таки дальше уже делать невозможно. Поэтому вот с такой историей мы к вам сегодня вышли, обратились, рассказали. Мы будем читать комментарии под этим видео. Вы можете вот высказать ваше мнение, потому что это видео, это не принятие какого-то решения, это рассказ о проблеме, где после вот этого видео мы посмотрим все комментарии, мы посмотрим, как вообще вы оцениваете всю эту историю, что вы скажете на этот счет. И исходя из этого уже будем думать, мыслить дальше, как это сделать. В любом случае, сразу скажу, что не будет такого, там, не знаю, видео «показал лицо» или вот какой-то вот такой истории. То есть мы не будем из этого делать какое-то невероятное там мега событие. Если вдруг мы поймем, что вы нас поддерживаете, что вы тоже считаете, как и мы, то, ну, наверное, просто в каком-то из роликов там, когда-нибудь мы просто будем без маски и все. Единственное, ну, так честно и откровенно, для того, чтобы Инстаграм раскачать, то, вот это я вот точно говорю, если вдруг маску будем снимать, то в Инстаграме появится значительно быстрее там, мое изображение. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, переходите. Ну, это вот честно, откровенно, мне нужны там подписчики, потому что Инстаграм — это очень хорошая поддержка для Ютуба. Вот. Ну вот как-то так. Вот все. Я все рассказал. Такое вот видео. На самом деле очень волнуюсь, переживаю. Буду ждать. Выйдет этот ролик. Вы это все увидите. Вы это все посмотрите. Как отреагируете, я не знаю. Может быть вообще плохо. Я не знаю. Но в любом случае, вот такая вот история. Всем большое спасибо за время, которое вы потратили на просмотр этого ролика. Надеюсь, вам я не надоел здесь стоя. И большое спасибо за поддержку. Все это время мы ее чувствуем, ощущаем. Мы знаем, что наши зрители нас смотрят. Мы видим все эти репосты в социальных сетях, которые вы делаете. Как вы смотрите наши видео по понедельникам в 6 часов всей семьей. Прям вот большое спасибо вам за то, что вы с нами. Мы действительно стараемся. Вот, все, ладно, уже лишнее говорю. Все, всем пока.